Обычный человек открывает глаза, но похоже он испытывает сильную боль, так как из его глаз текут слезы. Он оглядывается вокруг и видит, что люди глумятся над ним. Принц решает сделать ему прощальный подарок, прежде чем покончить с собой. Он просит простолюдина нанести удар своей магией, и тот отчаянно пытается напасть на принца. Он поднимает руки, чтобы выстрелить в принца мощным пламенем, но у него получается только слабое пламя, которое почти не причиняет принцу вреда. Все смеются над его слабой магией, а принц не может поверить, что простолюдин может быть таким слабым. Он разочарован, что это было все, с чем мог справиться простолюдин. Он пересказывает слова великого мудреца по имени Уильям Бардо, который сказал, что самое важное для мага – это родословное, талант и интеллект. Но он советует простолюдинам не заблуждаться, потому что усердие – это более широкое условие, и никакое его количество не может восполнить недостаток о таланте. Он начинает готовиться к атаке, говоря простолюдину, что магия никогда не улыбнется такому незначительному человеку, как он. Он выпускает свою огненную магию на простолюдина, который немедленно поглощается ими. Он кричит в агонии, когда пламя сжигает его дотла, а затем сразу же начинает улыбаться великолепию магии королевской семьи. Он осознает силу, стоящую за магией, которой владеет дворянин, и не может не восхищаться ее красотой со своей магической точки зрения. Он хотел бы узнать больше о магии и овладеть ею, пока был жив. На последнем издыхании он молится о еще одном шансе испытать острые ощущения от такого волшебства. Он внезапно просыпается и видит, что его окружают служанки с игрушками в руках. Ему интересно, кто они такие и где он находится. Он думает, что они огромные враги, и решает защитить себя. Он пытается сотворить огненное заклинание, чтобы защитить себя, но понимает, что его руки совсем крошечные. Он случайно произносит огненное заклинание, которое пробивает крышу замка, когда взрывается фейерверк в честь его рождения. По всему королевству разносятся крики, возвещающие о рождении седьмого принца королевства Солунов, а также раздаются плакаты. Все жители деревни счастливы стать свидетелями такого замечательного дня. Тем временем служанки в замке просто с ума сходят от несчастья, вызванного появлением новорожденного ребенка. Малыш нахально улыбается, гордясь тем, что своими руками разрушил замок. Несколько лет спустя жители королевства занимаются своими обычными делами, в то время как некоторые из них отправились на поиски принца в замке. Они обыскали часть замка и не смогли его найти, поэтому решили перенести свои поиски в другую часть замка. Принц выходит из укрытия после их ухода и уже собирается улизнуть из замка, когда его встречают двое мужчин. Принц Ллойд останавливается как вкопанный и шикает на мужчину, чтобы служанки не услышали, как они окликают его по имени. Он приказывает мужчине отрицать, что видел его, и тот соглашается хранить его тайну. Он спрашивает Ллойда, не хочешь ли ты присоединиться к ним, когда они отправятся на охоту, но Ллойд оставляет его наедине с самим собой. Когда мужчина понимает, что Ллойд пытается улизнуть, он окликает его, но Ллойд не отвечает. Мужчина разочарован тем, что принц снова сбежал, но его друг сообщает ему, что Ллойд – седьмой принц, что исключает его из борьбы за корону. Он не понимает, почему этот человек прилагает столько усилий, чтобы завоевать его расположение. Этот мужчина напоминает своему другу, что принц смог говорить вскоре после своего рождения, читать книги с заклинаниями вместо детских книжек с картинками, а также отказываться от грудного молока, как сделал бы любой джентльмен. Он говорит своему другу, что, по его мнению, принц – это реинкарнация великого мудреца Уильяма Бардо. Его друг говорит ему, что нелепо думать, что принц – это реинкарнация великого мудреца. Принц сбегает по ступеням замка и понимает, что этот человек прав, утверждая, что он реинкарнация. Он помнит, что был простолюдином в своей прошлой жизни, но он не знает, почему его воспоминания все еще живы. Пока служанки ищут его в замке, он задается вопросом, почему он переродился в человека, которому выпала честь быть седьмым сыном королевской семьи. Хотя он и родился членом королевской семьи, он не планирует следовать их стремлениям к славе. Он решает придерживаться своих амбиций из прошлой жизни и выяснить, сколько потрясающей магии можно обнаружить во дворце. Он заходит в королевскую библиотеку, и ему не терпится просмотреть все магические книги, стоящие на полках. Он поражен коллекцией библиотеки, потому что она превосходила коллекцию Академии магии в его прошлой жизни. Он берет книгу с полки и открывает ее, но кто-то тут же появляется у него за спиной. Сильфа забирает книгу у него из рук, разозлившись, что нашла его после того, как он убежал от горничных. Они вступают в схватку на мечах, и Ллойд какое-то время может противостоять ей, но в конце концов она отталкивает его. Он говорит ей, что у него нет шансов на трон, так как он седьмой, следовательно, ему не нужны инструкции по владению мечом. Сильфа говорит ему, что в жизни есть нечто большее, чем просто наследование трона. Она напоминает ему, что он должен уметь обращаться с мечом, как член королевской семьи. Ее целью в жизни было научить его владеть мечом после того, как 3 года назад она была назначена ответственной за его образование. Ллойд понимает, что Сильфа не позволит ему прекратить тренировки, пока он не покажет себя с лучшей стороны. Они решают возобновить тренировки с мечом, и Сильвер понимает, что Ллойд становится сильнее с каждым днем. Ллойда не смутил ее комплимент.
потому что он знал, что она сдерживается. Он также тайно использовал магию контроля, чтобы отслеживать движение Сильфы, так что она сражалась с зеркальным отражением самой себя. По сути, он жульничал, чтобы прекратить практику и вернуться к своим книгам. Они продолжают спарринги, но Сильфа по-прежнему добивается от него лучшего. Ллойд понимает, что несмотря на это, Сильфа по-прежнему превосходит их в силе рук, выносливости и росте. Хотя он и мог копировать ее приемы, он все равно был в невыгодном положении по сравнению с ней, что могло привести к его проигрышу. Он решил поэкспериментировать с мошенничеством, чтобы компенсировать свои недостатки по отношению к ней. Он использует магию, чтобы увеличить длину своего меча и свою физическую силу. Он также использует левитацию, чтобы компенсировать разницу в росте. Он снова нанял Сильфу, и на этот раз ему удается не отставать от нее. Он уверен, что сможет победить с помощью своих магических улучшений. Они продолжают тренироваться с мечом, но Ллойд решает использовать свой козырь и сделать неожиданный ход. Он высвобождает свою магию следа, которая повторяет движение Сильфы и пытается ударить ее сзади. Сильфа выглядит удивленной, а Ллойд рад, что сможет вернуться к своей книге, но Сильфа блокирует его атаку. Она задается вопросом, не жульничал ли он, что застает его врасплох, и ей удается выбить меч у него из рук. Она удивлена, что он думал, будто она не заметит его мошеннических схем. Она говорит ему, что он настолько талантлив, что старается компенсировать свои недостатки. Она удивлена, что он смог использовать сразу два заклинания, с которыми большинство придворных магов даже не справляются. Она советует ему не торопить свой рост, а развиваться в своем собственном темпе. Ллойд понимает, что она не заметила его физического улучшения и его контрольных заклинаний, потому что на самом деле он использовал 4 заклинания одновременно. Он решает скрыть от нее эту информацию, чтобы она не заподозрила его. Сильфа отводит его в ванную для прислуги, но Ллойд протестует, говоря ей, что может помыться сам. Сильфа не хочет выпускать его из виду, потому что она найдет его только под грудой книг. Ллойд разочарован, что ему не дают почитать его книгу, но другие служанки говорят ему, что библиотечный демон сожрет его, если он будет продолжать упрямиться. Ллойд удивлен, что в библиотеке есть запрещенный демон. Служанки рассказывают историю о демоне по имени Гримуар, который также уничтожил королевство давным-давно. Потребовалось несколько мудрецов, чтобы запечатать демона в книге. Сильфа думает, что эта история сказка, потому что она не может поверить, что в подземной библиотеке замка есть книга, в которой запечатан монстр. Сильфа не думает, что Ллойда испугает такая история, но она удивлена, увидев, как он дрожит. Горничные предлагают переспать с ним всю ночь, но Сильфа говорит им, что она единственная, кто может исполнить эту роль. Между горничными завязывается ссора, и Ллойд использует эту возможность, чтобы улизнуть. Мысль о том, что в замке есть запретная подземная библиотека, заставляет его глаза искриться от предвкушения. Ллойд спускается в подземелье и использует заклинание сокрытия, чтобы пробраться сквозь стражу, охраняющую вход. Охранники спорят о подлинности истории за библиотекой, когда Ллойд пробирается мимо них. Они убеждены, что никто не сможет прокрасться мимо них и сломать печать, наложенную 10 самыми могущественными магами, которых когда-либо знало королевство. Ллойд подходит к барьеру и легко ломает печать. Он входит в библиотеку и не может поверить, что никогда не знал о существовании такого захватывающего раздела под землей. Он проходит по библиотеке, просматривая книги, и напоминает себе, что нужно поставить шлагбаум, когда будет уходить. Он усаживается с книгой, когда другая книга внезапно начинает левитировать, что удивляет Ллойда. Из книги появляется демон и говорит Ллойду, что он впечатлен тем, что ему удалось сломать печать. Ллойд задается вопросом, кто же этот демон, и демон представляется как Гримуар, а Ллойд выясняет, что он и есть демон из запрещенной книги. Ллойд знакомится с Гримуаром, и Гримуар пытается убедить Ллойда освободить его. Он говорит Ллойду, что его печать уже разрушена, и в конце концов он будет свободен. Он предлагает дать Ллойду столько золота, сколько тот захочет, если тот освободит его, но на Ллойда магия создания демона не произвела впечатления. Он разочарован, что Гримуар просто превратил немного пыли в золото, и он сокрушает демона. Золото легко превращается в пыль, что удивляет Гримуара. Ллойд сказал ему, что планирует заменить свою печать, потому что не хочет, чтобы демон разрушил его планы по изучению магии королевства. Гримуар пытается убедить его, что у него нет претензий к горожанам, потому что мудрецы, которые наложили печать, давно ушли, но Ллойд ему не верит. Гримуар приходит в отчаяние и предлагает научить Ллойда древней магии, которая была утрачена во времени. Это возбуждает интерес Ллойда, и Гримуар говорит ему, что он будет учить его, потому что видит, что у него большой магический талант. Ллойд помнит слова принца, который сказал, что магия никогда не улыбнется ему, потому что он простолюдин. Теперь он убежден, что обладает более привилегированным положением в магии, чем простой простолюдин. Он решает снять печать демона, и демон не может поверить в свою удачу. Ллойд предвидит учение демона, и демон решает сдержать свое слово. Он тут же поражает Ллойда древней магией пламени, и тот решает продолжить свой побег, думая, что победил Ллойда. Он удивлен, увидев Ллойда целым и невредимым, потому что тот использует барьер, чтобы защитить себя. Ллойд заинтригован заклинанием, наложенным демоном, и просит демона показать ему больше. Демона это бесит, и он обрушивает на Ллойда более
более мощные древние магические заклинания, но ни одно из них не может пробиться сквозь барьер Ллойда. Демон сбит с толку этим, и ему интересно, из чего сделан барьер Ллойда. Ллойд настолько очарован магией, что решает испытать ее на себе. Он берет остатки со своего барьера и держит их на пальце, чтобы наблюдать за их составом. Он с волнением ждет, что еще может предложить гримуар, как вдруг у гримуара вырастает второй рот, и он начинает петь. Ллойд замечает, что он произносит двойное заклинание, высвобождающее разрушительное древнее заклинание. Ллойд анализирует заклинание изнутри своего барьера, но гримуар не может поверить, что Ллойд все еще жив после того, как на него обрушилось его самое мощное заклинание. Гримуар решает поджать хвост и бежать, спасая свою жизнь, но его останавливает барьер. Ллойд сообщает ему, что он поставил барьер, но гримуар ранен, потому что Ллойд подумал, что он пытается убежать. Он говорит гримуару, что просто установил барьеры в качестве превентивной меры. Гримуару надоело общаться с Ллойдом, поэтому он решает прикончить его, но Ллойд говорит ему, что он уже знает свое заклинание. Ллойд решает проверить защитную магию гримуара и произносит мощное заклинание. Гримуар не может поверить, что у Ллойда такой огромный монолитный резервуар. Он пытается увернуться от огненного заклинания, но неизбежно сгорает дотла. Ллойд удивляется, почему гримуар не смог увернуться от его атаки, а гримуар не может поверить, что он такой высокомерный. Ллойд решает исправить ущерб, нанесенный библиотеке, и гримуар ошеломлен, потому что ему удалось так идеально восстановить комнату. Он решает относиться к Ллойду с уважением, потому что он такой удивительный. Ллойд знает, что демонов нельзя победить с помощью магии, поэтому он решает проверить возможности гримуара, но гримуар в ужасе отдаляется от него. Он решил сдаться и предложить свои услуги Ллойду. Он просит стать его фамильяром, и Ллойд немедленно соглашается, но гримуару кажется, что Ллойд видит в нем лабораторную крысу. Ллойд говорит ему, что он слишком выделяется, и просит его превратиться во что-нибудь поменьше. Гримуар превращается в маленького симпатичного демона с целью умаслить Ллойда, чтобы тот мог застать его врасплох. Ллойд предлагает ему залезть к нему в пальто, и гримуар не может поверить, что Ллойд настолько глуп, что позволит ему приблизиться к себе. Он решает воспользоваться возможностью, чтобы привязаться к Ллойду и завладеть его телом, но как только он прикасается к Ллойду, он удивляется тому, насколько Ллойд плотный. Его мана такова. Он решает быть послушным Ллойду, потому что не может представить, что сможет взять его под свой контроль. Ллойд использует эту возможность, чтобы прочитать все книги в запретной библиотеке. Альберт одевается по-дневному и отправляется в библиотеку, а слуги падают перед ним ниц. Ллойд читает какие-то книги в библиотеке, а гримуар составляет ему компанию, когда Альберт подходит к двери. Гримуар предупреждает Ллойда о присутствии Альберта, когда он открывает дверь, и Ллойд говорит ему спрятаться. Альберт входит в комнату, и Ллойд так рад его видеть, что поднимает голову слишком быстро, из-за чего книга, лежащая у него на голове, летит Альберту в руку. Ллойд сидит и с энтузиазмом наблюдает за тем, как Альберт готовится к тренировкам на испытательном полигоне. Он использует свою магию огня, чтобы поразить цель, к изумлению зрителей. Ллойд аплодирует его усилиям, в то время как гримуар не может поверить, что ему довелось увидеть второго принца королевства в действии. Ллойд сообщает ему, что Альберт настолько умен и физически развит, что люди называют его следующим потенциальным королем. Это дает ему право доступа к различным помещениям в замке, и Ллойд всегда рад, когда Альберт приглашает его присоединиться к нему, потому что это единственное время, когда ему разрешено пользоваться его магией. Ллойд встает со скамейки запасных, и Альберт сообщает ему, что теперь его очередь выйти на тренировочный полигон. Ллойд подходит к линии, но понимает, что ему не следует выглядеть так впечатляюще, чтобы люди не подумали, что он претендует на трон. Все, чего он хочет, это изучать магию, не привлекая к себе ничего внимания. Он решает заставить свой огненный шар задевать все цели, вместо того, чтобы попадать прямо в них, но гримуар говорит ему, что люди заметят, что это сложнее осуществить. Ллойд решает придерживаться своей идеи и заставляет свои огненные шары задевать цели. Все аплодируют его усилиям, но один из них дразнит его за то, что он может задеть только цель. Гримуара это бесит, потому что он знает, что заставить огненные шары задеть цель сложнее. Тем временем Ллойд изучает плюсы и минусы своей техники, и гримуар понимает, что он пристрастился к магическим знаниям. Альберт решает сделать перерыв и оставляет Ллойда на тренировочном полигоне, чтобы тот мог расслабиться. Слуги следуют за Альбертом, что приводит Ллойда в восторг от того, что вся галерея в его распоряжении. Он решает опробовать так много идей, которые давно держал в себе. Гримуару интересно, что же он попробует, и Ллойд говорит ему, что он собирается опробовать свою магию двойного заклинания. Гримуар пытается удержать его, потому что только демоны могут проделать трюк с двойным заклинанием, так как у них два рта. Ллойд решает взять гримуар в руку, но он удивлен, что это сработало. Гримуар чувствует себя неуютно, когда он ассимилируется в теле Ллойда. Ллойд решает попробовать синхронизироваться с ним, чтобы они могли использовать усовершенствованное огненное заклинание. Ллойд задается вопросом, может ли гримуар применить его, и гримуар напоминает ему, что продвинутые заклинания для него детская забава, потому что он демон. Ллойд понимает, что он сможет применить это заклинание, и они начинают использовать его вместе. Едва они произносят
произносит полное заклинание, как гримуару становится плохо. Ллойд задается вопросом, что с ним не так, и гримуар говорит ему, что это он должен подвергать сомнению свои действия. Он задается вопросом, какое заклинание произносит Ллойд, и Ллойд говорит ему, что это был набор заклинаний. Набор заклинаний – это способ сокращения заклинаний, которые требуют использования заклинаний для сокращения времени их произнесения. Он объясняет гримуару, что пытался сотворить сотню заклинаний одновременно, используя эту методику. Гримуар удивлен этим, потому что сложение заклинаний таким образом не работает. Он напоминает Ллойду, что один набор заклинаний может содержать не более 3 заклинаний одновременно. Ллойд расстроен, потому что ему потребуется целая вечность, чтобы произнести нужное заклинание. Ллойд решает закрыть рот гримуара своей ладонью, но он также пробует свой собственный, чтобы убедиться, что он может говорить обоими одновременно. Гримуар задается вопросом, не собирается ли он опробовать 2 продвинутых заклинания одновременно, но Ллойд затыкает ему рот, потому что ему нужно его рот. Он начинает произносить заклинания, в то время как гримуар недоумевает, как ему удается произносить 2 разных продвинутых заклинания одновременно. Он понимает, что Ллойд использует 2 формы магии, и он впечатлен запасом маны Ллойда. Гримуар продолжает наблюдать за Ллойдом, пока тот произносит двойное заклинание. Но он понимает, что заклинание будет слишком мощным, чтобы направить его на что-либо, не говоря уже о цели. Ллойд заканчивает произносить заклинание, и мощный луч устремляется вверх. Этот луч настолько мощный, что привлекает внимание всех жителей королевства. Слуги принца Альберта удивляются, почему он уделяет Ллойду так много внимания, и Альберт понимает, что они не разбираются в талантах. Он говорит им, что Ллойд намеренно заставил свой огненный шар поразить все цели одним и тем же способом, что делает его магическим протеже. Он говорит им, что однажды Ллойд может стать великим мудрецом, что сделает его жизненно важным активом в будущем. Слуги не удивлены, он хочет, чтобы у него на службе был великий мудрец, поскольку в будущем он мог бы стать королем. Альберт говорит им, что просто хочет поладить со своим младшим братом. Он говорит им, что его брат уже должен был уничтожить мишени в тренировочном зале, но его помощник говорит ему, что он преувеличивает. Он смотрит в окно и видит, что небо потемнело. Он удивляется, почему солнце уже садится в полдень. Тем временем гримуар трясется в своих книгах, в их случае в его руках, когда он смотрит на результат заклинания Ллойда. Он удивился, что его заклинание проделало дыру в небе, превратив его из полудня в ночь. Ллойд восхищается своей работой еще до того, как осознает, что натворил. Он поспешно рассеивает свои чары, чтобы небо вернулось в нормальное состояние. Гримуар задается вопросом, из чего сделан Ллойд, в то время как Ллойд рад, что смог отменить свое заклинание. На следующий день гримуар берет ежедневные газеты и читает статью о взрыве в небе, который устроил Ллойд. Он рассказывает об этой истории Ллойду, но его внимание привлекает другая история. Он рассказывает гримуару историю о том, как высокопоставленная компания искателей приключений расчищает труднодоступные подземелья и собирает сокровища. Он очарован сокровищами, которые достаются искателям приключений, и решает отправиться в подземелье. Он начинает ходить как загипнотизированный зомби, но гримуар делает все возможное, чтобы остановить его, но безрезультатно. Гримуар говорит ему, что все в замке взбесятся, если он пропадет, но Ллойд говорит ему, что нет ничего такого, чего нельзя было бы решить с помощью небольшого количества магии. Он показывает гримуару желудь и использует заклинание растительного класса, чтобы создать точную копию самого себя. Гримуар впечатлен этим, но Ллойд решает проявить больше гибкости и показать гримуару, насколько сложной является копия. Гримуар убежден, что Ллойд сможет выскользнуть из замка, поскольку у него есть такая хорошая копия. Ллойд говорит ему, что его проблема с использованием копии заключается в том, чтобы одурачить Сильфу. Он помнит, как она сказала ему, что он вырос на 7 зо, что его удивило. Гримуар также удивлен тем, насколько она внимательна, и Ллойд говорит ему, что он не сможет одурачить ее с помощью копии, которая танцует как манекен. Он решает заставить гримуара поселиться в копии, пока он покидает замок. Он успешно сбегает из замка и решает передать вызов гримуару. По какой-то причине для его магического вызова требуется телефонный сигнал, но давай не будем об этом говорить. Он спрашивает гримуара, как обстоят дела с его стороны, и гримуар отвечает, что делает все возможное, чтобы представлять его интересы. Горничная смотрит на Ллойда через дверь, удивленная тем, что он в первый раз обращает внимание на свою внешность. Гримуар понимает, что идея Ллойда перенести свое сознание в свою копию была гениальной. Ллойд советует ему следить за Сильфидой, стараясь произвести на нее наилучшее впечатление. Гримуар проверяет копию, в которой он обитает, и удивляется, что в ней циркулирует мана. У него сразу же появляется идея, и он понимает, что теперь, когда Ллойд исчез, он может делать все, что захочет. Он улыбается как сумасшедший, когда думает обо всем, что он может сделать. Ллойд внезапно окликает его и говорит, что рассчитывает на то, что он сделает все, что в его силах. Гримуар так тронут этим, что он слишком ошеломлен, чтобы говорить. Ллойд снова окликает его, и гримуар говорит ему, что он сделает все возможное, пока не вернется. Ллойд продолжает лететь, но потом оглядывается по сторонам и останавливается. Хотя ему и удалось без проблем покинуть замок, он понимает, что понятия не имеет, где найти подземелье. Он продолжает парить в воздухе, пытаясь обдумать свой следующий шаг,
как вдруг замечает какое-то движение на земле. За леди гонятся орки, и гримуар сообщает ему, что кто-то находится в опасности. Леди внезапно останавливается и поворачивается лицом к оркам. Она легко расправляется с ними за считанные секунды, и Ллойд понимает, что она мастер боевых искусств, судя по ее стилю боя. Он заметил ее технику дыхания, и она произвела на него впечатление. Леди победоносно возвышается над орками и советует им попытать счастье еще раз через 100 лет. Ллойд помнит книгу, в которой рассказывалось о людях из других стран, которые направляют свою внутреннюю энергию по имени Кай для создания невероятных техник. Леди замечает, что Ллойд прячется от нее и окликает его. Ллойд удивлен, что она смогла заметить его с такого большого расстояния, но он решает встретиться с ней и расспросить о ее приемах и подземельях. Гримуар говорит ему, что леди может узнать в нем седьмого принца, если он выйдет ей навстречу. Поскольку леди не получает ответа от Ллойда, она решает считать его своим врагом. Она бросается на него, чтобы напасть, но Ллойд поспешно меняет свою внешность. Она подходит к Ллойду, и он представляется как Роберт, начинающий искатель приключений. Он создал иллюзию из смеси своего образа и образа своего брата, чтобы создать подлинный внешний вид. Леди представилась ему как Тао, авантюристка второго ранга и мастер боевых искусств. Ллойд задается вопросом, не подозревает ли она о его маскировке, но гримуар говорит ему, что иллюзия идеальна. Тем временем Тао по уши влюблена в Роберта, потому что ни один мужчина не обращал на нее внимания с тех пор, как она покинула свое додзё. Она была рада, что наконец-то нашла кого-то интересного и решила сделать Ллойда своим парнем, даже если Аду придется замерзнуть. Ллойд сказал ей, что хотел бы, чтобы они вместе исследовали подземелье, но если ей этого не хочется, он найдет кого-нибудь другого. Она тут же сказала ему, что они могут исследовать подземелье вместе, и они сразу же направились ко входу в подземелье. Они вошли в подземелье, и Тао уничтожил нескольких монстров, пытаясь произвести впечатление на Ллойда, но его больше заинтересовали светящиеся камни, разбросанные по всему полу пещеры. Тао, должно быть, чувствовал себя неловко из-за того, что мужчина больше интересовался гладкими камнями, чем она. Они продвигаются вглубь пещеры, и Ллойд удивляется, почему Тао путешествует в одиночку, а она говорит ему, что еще не нашла подходящих товарищей. Они делают перерыв в подземелье, чтобы приготовить что-нибудь перекусить, и Ллойд спрашивает ее о технике Кай. Тао удивлен, что он знает о Кай, так как не так много людей знают об этой технике на его континенте. Он говорит ей, что Кай — это как мана для магов, и он также говорит ей, что обратил внимание на ее технику дыхания. Она говорит ему, что техника дыхания является фундаментальной для овладения Каем, которая позволяет человеку обрести взрывную силу. Она говорит ему, что требуется время, чтобы отточить технику дыхания, но она смотрит на него с удивлением, видя, что он практикует технику дыхания. Он внезапно задыхается, и Тао говорит ему, что он не может практиковать технику дыхания небрежно, потому что может навредить себе. Ллойд заметил, что он чувствует энергетическую силу, отличную от его маны, и он понимает, что может использовать эту энергию для увеличения своей магической силы. Тао решает рассказать ему больше о технике Кай, и он благодарит ее за бесплатное обучение. Ее сердце внезапно замирает, но она строго велит Ллойду продолжать в том же духе, чтобы скрыть свою реакцию. Гримуар не может поверить, что Ллойда не волнует ничего, кроме изучения магии. Он вот-вот отправится в пустыню, когда позади него внезапно появляется Сильфа, что его удивляет. Тао демонстрирует Ллойду взрывы Кая, когда она убивает серого волка, который, по ее мнению, является боссом подземелья. Она говорит ему, что теперь они могут открыть сундук подземелья, но предупреждает его, что сокровища могут быть недостаточно развиты, потому что подземелье невысокого уровня. Ллойд заинтригован системой подземелья, и Тао замечает это. Они приближаются к сундуку, и Тао замечает, что Ллойд почти полностью овладел техникой дыхания. Она рада, что у нее появился хранитель, и уверена, что даже ее строгий дедушка одобрил бы Ллойда. Она решает сделать все возможное, чтобы Ллойд остался рядом с ней. Но Ллойда больше интересует открытие сундука, чем ее обманчивые мысли. Тао открывает сундук, и ее почти разрезает пополам энергетическим лезвием, но Ллойд спасает ее, когда лезвие проходит насквозь. На полу подземелья, где она стояла мгновение назад, из-под грудей угрожающе выглядывает слизняк, что удивляет Тао, но Ллойд в предвкушении встречи с новым боссом, его глаза горят от предвкушения. Слизняк возвышается перед Тао и Ллойдом, но Ллойд не знаком с монстром, поэтому он спрашивает Тао об этом. Тао говорит ему, что ему не о чем беспокоиться, и она пытается убедить его уйти, но Ллойд хочет посмотреть, как она победит монстра. Тао внезапно использует свою технику, чтобы вышвырнуть Ллойда из пещеры. Она убеждена, что взрыв приведет его ко входу, и надеется, что по пути он не переломает себе слишком много костей. Слизняк внезапно начинает нападать на нее, но ей удается уворачиваться от его атак. Она недоумевает, почему высокоуровневый монстр обитает в пещере низкого уровня. Она понимает, что справиться с ним будет настолько сложно, что даже авантюристу ранга А придется нелегко. Она решает выиграть как можно больше времени, чтобы Ллойд смог благополучно вернуться ко входу в подземелье. Ллойд летит сквозь подземелье, движимой энергией взрыва,
Он твердо намерен покинуть подземелье, потому что хочет узнать больше о Кайо. Он решает создать вокруг себя барьер, который уменьшит его инерцию от взрыва. В конце концов он останавливается, печально проклиная двух маленьких гоблинов на полу подземелья своим барьером. Ллойд задается вопросом, правильно ли будет, если он вернется, так как он не знает, почему Тао решил отослать его прочь. Он спрашивает мнение гримуара, но не получает никакого ответа. Он думает, что вышел за пределы их магической связи, но гримуар неожиданно отвечает ему тихим голосом, умоляя вернуться как можно скорее. Гримуар умоляет его о помощи, и Ллойд подумывает о том, чтобы все-таки покинуть подземелье. Тао все еще грозит опасность, но она едва держится на ногах. Она понимает, что ей ни за что не победить в этой битве, поэтому она решает потихоньку отступить, пока опасность не заметила. Опасность внезапно осознает, что она использует Кая, и он сообщает ей, что ранее он уничтожил кого-то, кто использовал эту технику. Он говорит ей, что техники Кая — это не что иное, как низшая форма колдовства. Поглощая искателей приключений, он смог получить их навыки и знания, но он говорит Тао, что она не стоит того, чтобы ее поглощать. Слизняк больше интересуется Ллойдом, потому что он может реагировать достаточно быстро, чтобы уклониться от его атаки. Она понимает, что хотя Ллойд и Слизняк оба стремятся к знаниям, между ними нет ничего общего. Она счастлива, что в отличие от большинства людей, Ллойд смог увидеть важность Кая и потенциальную силу техник, которые он генерирует. Она решает использовать свою дыхательную технику и атакует противника, но это создает барьер, который блокирует ее атаку. Тао изо всех сил старается разрушить барьер с помощью своих техник, потому что она так усердно тренировалась с самого детства. Она пожертвовала своим временем и свободой только для того, чтобы овладеть техникой, и она не собиралась позволять Лику высмеивать ее способности. Она использует все, что у нее есть, и пробивает брешь в барьере. Она выпускает энергетический луч, который попадает в цель, и она убеждена, что смогла победить ее. Тао истощена, потому что она израсходовала слишком много своей энергии и вложила все силы в прицельный удар Кая. Она падает на колени, не в силах пошевелить ни единым мускулом, но Лик внезапно заговаривает, паря над ней. Он разочарован тем, что она потратила всю свою энергию только на то, чтобы разрушить хлипкий барьер, который он воздвиг. Он сообщает ей, что ее жизнь ничего не стоит, потому что у него есть заклинание, которое превосходит самую мощную энергию, которую она может генерировать после многих лет практики техник Кай. Слизняк произносит заклинание, но он потрясен, увидев, что заклинание распадается на части. Заклинание рассеяно, и Слизняк удивлен, увидев Ллойда, стоящего рядом с Тао и защищающего ее барьером. Ллойд разочарован тем, что Тао уже сдался, но он говорит ей, что позаботится о Слизняке. Несмотря на то, что он торопится, он решает немного повеселиться. Слизняк произносит заклинание, но Ллойд внезапно растворяется в воздухе, словно струйка дыма, и появляется позади Слизняка. Он использует технику дыхания Кай, но Слизняк удивлен, потому что не заметил, как Ллойд произносил заклинание. Пока Ллойд думает о том, как эффективно сочетать технику Кай и магию, Слизняк постоянно пытается атаковать его, но барьер Ллойда непроницаем. Слизняк не может поверить, насколько прочен барьер Ллойда. Ллойд помнит совет Тао об использовании техники Кай и решает сосредоточиться на своем дыхании. Он вдыхает глубже, чем когда-либо, и использует заклинание спринт, чтобы ускорить процесс. Ллойд перемещается по пещере, стараясь вдохнуть как можно больше воздуха, и Слизняк ошибочно принимает его действия за план побега. Он пытается атаковать Ллойда, но его атаки по-прежнему бесполезны против барьера Ллойда. Ллойд продолжает практиковать свою дыхательную технику, вдыхая и выдыхая так часто, как только может. Тао с благоговением смотрит, как Ллойд продолжает дышать, но Ллойд понимает, что его барьер мешает ему дышать, поэтому он устраняет его. Слизняк думает, что Ллойд достиг своего предела, поэтому он решает использовать эту возможность, чтобы атаковать его всеми возможными заклинаниями. Ллойд хватается за сталактит и повисает на нем, восстанавливая дыхание. Атаки Слизняка вот-вот собьют Ллойда с ног, но он неожиданно изящно уклоняется от всех его атак. Тао понимает, что именно Ллойд разрушил его барьер, чтобы он мог нормально дышать и накапливать больше Кая. Ллойд сочетает свой Кай и ману, продолжая дышать и уклоняясь от атак Слизняка. Ллойд наконец-то доволен своей комбинацией мана-Кай, и он способен отражать атаки Слизняка. Он разочарован тем, что атака не доходит до Слизняка, поэтому он решает уменьшить размер и увеличить дальность своей атаки, чтобы сделать ее более точной. Он наносит комбинированные удары, но Слизняк блокирует их своей магией. Ллойд продолжает наносить удары, но Слизняк может постоянно блокировать атаки. Ллойд улыбается как одержимый маньяк, наслаждаясь своим новым опытом общения с Каем. Он настроен оптимистично и хочет больше экспериментировать и получать больше удовольствия. Но Слизняк не может поверить, что Ллойд выпускает так много атак, не произнося ни одного заклинания. Слизняк удивлен, что Ллойд использует Кая, даже будучи волшебником. Он сбит с толку тем, что Кай Ллойда превосходит даже его магию. Ллойд наносит удары острее и тоньше, и в последнем отчаянном усилии Слизняк создает барьер, чтобы защитить себя. Удар пробивает барьер Слизняка и уничтожает Слизняка. После победы над Слизняком открывается сундук с сокровищами, но все, что они видят внутри, это зазубренный кинжал. Тао думает, что это провал, но Ллойд решает оставить кинжал себе, потому что у него осталось немного маны. Сокровище внезапно закрывается и уходит под землю. Ллойд понимает, что сундук пытается сбежать,
потому что это ядро подземелья, и он хватается за него. Он понимает, что сундук с сокровищами будет жить под землей и потреблять магические предметы, а затем создаст новое подземелье. Затем он поглотит все снаряжения, сброшенные искателями приключений, а затем увеличится в размерах. Когда подземелье будет очищено, сундук отдаст все, что собрал, и воспользуется этим шансом, чтобы сбежать. Ллойд очарован цикличностью сундука, но Тао больше заботится об их жизнях. Ллойду удается вытащить сундук из подземелья до того, как начинает рушиться крыша. Им удается выбраться из подземелья вовремя, прежде чем оно полностью закроется. Тао задается вопросом, почему Ллойд использовал технику Кая, несмотря на то, что был волшебником. Она думает, что Ллойд пытался отомстить Лику за то, что тот насмехался над ней, но Ллойд говорит ей, что он просто развлекался. Ллойд внезапно вспоминает, что гримуар попал в беду, и сообщает Тао, что ему нужно срочно кое-чем заняться. Тао решает больше тренироваться и становится достаточно сильным, чтобы заинтересовать Ллойда. Ллойд возвращается домой и проникает в замок через окно своей спальни, интересуясь, все ли в порядке с гримуаром. Он видит, что гримуар лежит на земле, покрытый шишками и ушибами. Гримуар вспоминает, как Сильфа была так разочарована тем, что Ллойд стал слабее во время их тренировки, что она гонялась за гримуаром, пытаясь вернуть ему былую силу. Гримуар говорит Ллойду, что он ничего не может сделать против Сильфы, и винит Ллойда в том, что он опоздал. Ллойд приносит свои извинения за опоздание. На следующий день Ллойд и гримуар резвятся в библиотеке замка. Гримуара, похоже, не впечатлил кинжал, из-за которого Ллойд поздно вернулся домой, что привело к его несчастью. Ллойд пытается убедить его, что кинжал – ценное сокровище. Он решает замочить кинжал в горячей воде, а затем протереть поверхность. После этого он может удалить с кинжала эссенцию маны, которая является катализатором для наложения чар. Оружие можно улучшить, написав на нем заклинание, используя эссенцию. Ллойд считывает мановую эссенцию клинка и понимает, что он был зачарован с усиленной силой. Гримуар считает, что теперь Ллойд сможет экспериментировать с чарами, но Ллойд говорит ему, что это не так просто. Он помещает эссенцию маны из клинка в колбу с водой и использует разобранное заклинание, чтобы разрушить его. Ллойд объясняет, что он не может экспериментировать, потому что эссенция маны стоит дорого, а заклинания могут не сработать. Он не хочет терять оружие, к тому же это эссенция маны, поэтому он решает самостоятельно проанализировать эссенцию маны и начать массовое производство. Он использует заклинание очистки воды, чтобы отделить сырье для эссенции маны клинка, увеличив ее частоту. Эссенция разделяется на масло, серебро и гематит. Гримуар распознает гематит как порошкообразную сердцевину монстра, которая встречается очень редко. Ллойд сообщает гримуару, что у него есть сундук с сокровищами подземелья, который был его сердцевиной, и он знает, что может сделать из него гематит. Они оба счастливы, что все, что им нужно, это масло, серебро и много оружия, которое можно зачаровать эссенцией маны. Ллойд отправляется к своему отцу, чтобы попросить его об одолжении. Его отец дарит ему огромный мешочек с серебряными монетами, спрашивая, не хочет ли он взамен золотых монет. Ллойд говорит ему, что ему достаточно серебряных монет, и он бежит обратно в библиотеку. Король понимает, что Ллойд очень скромен, и ему интересно, на что он хочет потратить свои карманные деньги. Ллойд относит серебряные монеты в секретную библиотеку, где гримуар помогает ему расплавить их до жидкой формы. Они довольны тем количеством серебра, которое у них есть. Позже в тот же день Ллойд и Сильфа будут в самом разгаре тренировок. Ллойд пытается использовать заклинание спринт, чтобы зайти Сильфе за спину и неожиданно атаковать, но она уклоняется. Ллойд решает использовать заклинание трансформации на земле, которое удивляет Сильву. Он уже собирается сбить ее с ног и забрать свой приз, когда она внезапно исчезает. Ллойд задается вопросом, где она, но Сильфа дрожит под ним. Она неожиданно атакует снизу, что застает Ллойда врасплох. Ллойд уступает, но после битвы Сильфа все равно дарит ему вазу с маслом. Ллойд удивляется, почему она дает ему масло, когда они договорились, что он получит его только в том случае, если победит ее в спарринге. Сильфа говорит ему, что не возражает отдать ему приз, потому что она рада, что он не слабый. Она понимает, что у него просто был плохой день в тот день, и она рада, что ее страхи рассеялись. Гримуар задается вопросом, как Сильфа все еще может завоевать Ллойда, даже когда он использует против нее магические заклинания. Он приходит к выводу, что она должно быть замаскированный монстр. Поскольку Ллойд уже так хорошо владеет магией и мечом, Сильфа убеждена, что он станет очень могущественным, когда вырастет. Ллойд берет масло, обещая показать ей результаты своей работы. Он бежит обратно в свою секретную лабораторию в библиотеке и с помощью гримуара смешивает масло с серебром и гематидом, чтобы создать эссенцию маны. На следующий день он отправляется к принцу Альберту и просит его помочь с большим количеством оружия для занятий магией. Принц Альберт понимает, что Ллойд очень любит магию, и Ллойд убежден, что сможет помочь ему, потому что у него есть королевские гвардейцы, которые могут оказать ему помощь. Стражники сдают свое оружие и решают забыть о нем, потому что они не думают, что такой молодой человек, как Ллойд, может успешно творить чары. Ллойд переводит свою копию в режим автоассистента, готовясь зачаровать мечи. Он замечает, что в гримуаре очень много чар,
и обещает доставить зачарованный меч, достойный его ожиданий. Гримуар замечает, что Ллойд выгравировал на мече абсурдное количество заклинаний. Ллойд пытается начертать еще больше заклинаний, но меч ломается, и Ллойд понимает, что перестарался. Гримуар призывает его продолжать зачаровывать, так как они только начали, и спустя долгое время Ллойд возвращается к принцу Альберту со своим результатом. Принц Альберт удивлен, что Ллойд смог успешно зачаровать 50 видов оружия из 120. Он извиняется за уничтожение 70 мечей, но он знает, что ему удалось зачаровать 50 видов оружия из 120, чтобы успешно зачаровать 80 мечей. Он переусердствовал с наложением чар на некоторые из них, из-за чего они сломались. Принц Альберт впечатлен тем, что Ллойд смог зачаровать так много мечей, потому что даже мастер-чародей успешно зачаровывает только 10% своего оружия. Охранники приходят к выводу, что Ллойд лжет, и это выводит Сильфу из себя, но когда один из охранников пытается вложить свой меч в ножны, он пронзает их насквозь. Ллойд говорит принцу Альберту, что хочет увидеть оружие в действии, и Альберт говорит Ллойду следовать за ними, потому что король разрешил ему продолжать. Охота на монстров. Все занимаются своими повседневными делами, в то время как принц Альберт и Ллойд катаются в экипаже, которым управляет Сильфа. Ллойд отсыпается, положив голову на плечо Альберта, а Альберт проводит время за чтением книги. Через некоторое время Ллойд просыпается с гримуаром на коленях, когда они проходят мимо группы фермеров, и Альберт указывает ему на них. Ллойду не терпится осмотреться и понаблюдать за людьми, которые занимаются своей повседневной жизнью. Вскоре они покидают окрестности своего города и отправляются в лес на охоту на монстров. Когда они входят в лес, Ллойд задается вопросом, часто ли монстры появляются в лесу, но Сильфа сообщает ему, что они появляются только у озера за лесом. Ллойд оглядывает лес, радуясь возможности участвовать в экспедиции, и Сильфа замечает, насколько он взволнован. Он говорит ей, что он взволнован, потому что ему редко разрешают покидать замок, и ему также не терпится увидеть, как работают зачарованные мечи. Альберт замечает, что Сильфа почти не сводит глаз с Ллойда, и она благодарит его за то, что он позволил ей принять участие в экспедиции, чтобы она могла присмотреть за Ллойдом. Альберт сообщает ей, что было разумно позволить ей сопровождать их, потому что она наставница Ллойда, и в противном случае она бы очень беспокоилась о нем. Она сообщает ему, что будет волноваться, потому что она наставница Ллойда, но Альберт думает, что есть еще одна причина, по которой она будет беспокоиться о нем. Он дразнит ее тем, что их отношения выходят за рамки отношений ученика и наставника, и Сифа достает свой меч. Альберт тут же проглатывает свои слова, но Сифа сообщает ему, что у них неожиданные гости. Охранники, сопровождающие их, понимают, что на них напали кобальды с остальным оружием, но они понимают, что монстры просто действуют как разминка для настоящих монстров. Охранники решают сделать все возможное, чтобы защитить Альберта, в то время как Ллойд притворяется испуганным монстром, но гримуар видит его насквозь. Ллойд признает, что он заметил их приближение, используя спектральное обнаружение, которое является одной из техник Кай-Тао. Используя эту технику, Ллойд всегда осознает свое окружение с помощью дыхания Кай, которое, по его признанию, очень полезно, несмотря на то, что является базовой техникой Кай. Гримуар понимает, что Ллойд использует свои методы обнаружения и создания барьеров 247 часов в сутки, что заставляет его признать, что он становится слишком подавленным. Ллойд решает обратить внимание на битву, в то время как охранники вступают в бой с кобальтами. Охранники с легкостью расправляются с монстрами, к радости всех в карете, включая лошадей. Даже охранники шокированы тем, что мечи настолько острые, что режут сталь как масло. Ллойд очень доволен результатом своих чар, потому что мечи такие острые, что охранникам приходится держать их с большой осторожностью, чтобы не пораниться. Альберт купается в лучах славы своего младшего брата и хвалит Ллойда за то, что он такой гениальный. Сильфа также признает, что Ллойд выдающийся, стоя на горе поверженных врагов, но Ллойд знает, что она использовала только свою грубую силу, чтобы победить монстра, потому что он не заколдовал ее меч. Из леса внезапно выскакивает булыжник, чтобы напасть на карету, но Тао сбивает его в воздухе, прежде чем он успевает добраться до кареты, к всеобщему удивлению. Она сообщает им, что пришла на помощь, потому что почувствовала присутствие монстров поблизости. Ллойд внезапно выкрикивает ее имя, забывая, что сейчас он не использует свой замаскированный облик, поэтому он пытается скрыть тот факт, что позвал ее, когда она оглядывается на него. Ллойд не ожидал, что столкнется с Тао во время их охоты на монстров, поэтому он не стал утруждать себя маскировкой. Тао внезапно подходит к нему, замечая, что он использует дыхательные техники Кая, и признается, что приняла его за Роберта, который является его замаскированным «я». Она прикасается к его лицу и приглядывается к нему повнимательнее, замечая, что он похож на Роберта. Сильфа внезапно сбивает булыжник, который предназначался Тао, и говорит Тао, чтобы он не доставлял им больше хлопот после того, как оценит ее помощь. Она тут же говорит ей, чтобы она не прикасалась к Ллойду так небрежно, но Тао сообщает ей, что она не прикасается к Ллойду так небрежно. Она также сообщает
сообщает Софи, что знала о том, что монстр пытался напасть на нее, потому что она использовала свою технику Кай. Напряжение между обеими женщинами начинает нарастать, и Альберт встает между ними, чтобы разрядить ситуацию. Он предлагает им всем вместе отправиться на озеро, чтобы лучше узнать друг друга. Они прибывают на озеро позже в тот же день и разбивают лагерь на берегу озера. Альберт благодарит Тао за то, что он помог им благополучно добраться до озера, и он представляется как второй принц Салума. Тао удивлена, что он принц, и она извиняется за свою невежливость. Она удивлена, что Альберт совсем не похож на Роберта, с которым она познакомилась, и она пытается найти Ллойда, который похож на Роберта, но не может его найти. Ллойд прячется за палаткой. Он понял, что Тао смог обнаружить его только потому, что использовал спектральную детекцию. Он не ожидал, что чувства Тао будут настолько обострены, но он понял, что Тао отнесется к нему с подозрением, если он вдруг решит отказаться от своей дыхательной техники. Он решает войти в палатку и молчать, пока не появятся монстры. Сильфа решает провести ночь с Ллойдом, потому что охранники, сопровождающие их, приставлены к Альберту. Она сообщает ему, что она единственная, кому поручено охранять его, но Ллойд пытается ее отговорить. Сильвер отказалась отступать, потому что до нее дошли слухи о том, что в этом районе бродит опасная кошка. Тао внезапно заходит в их палатку и застает их в странной позе, задаваясь вопросом, что они делают. Сильфа нападает на нее, но ей удается увернуться как раз вовремя. Они внезапно вступают в словесную перепалку, и Ллойд использует эту возможность, чтобы улизнуть из палаток. Он не может поверить, что здесь еще более душно, чем в замке, даже когда он находится на открытом воздухе. Альберт дразнит Ллойда за то, что он плейбой, потому что Сильфа сильно изменилась после того, как ее назначили к нему. Сильфа задается вопросом, как Тао нашел их, и Тао сообщает ей, что она обнаружила монстров вокруг, но Сильфа ей не верит. Альберт сообщает Ллойду, что Сильфа видит в нем мужчину, о котором много говорят в гримуаре, но Альберт предупреждает Ллойда, чтобы он был осторожен в своих отношениях с женщинами, потому что это может стать очень пугающим. Тао и Сильфа все еще сражаются лицом к лицу с охранником, выступающим в роли зрителей. Они внезапно избивают охранника, и Ллойд соглашается с Альбертом в том, что женщины могут быть пугающими. Тао сообщает Сильфе, что ей поручено отремонтировать часовню на холме напротив них, и Сильфа говорит ей, что она может продолжать выполнять свою задачу. Альберт советует ей не ходить туда одной, потому что это может быть опасно, а ее навыки могут пригодиться. Он предлагает ей помочь им нести вахту всю ночь, но внезапно появляется Беовульф, и она говорит ему, что ей больше не нужно нести вахту. Охранники решают держаться на расстоянии от монстра и найти возможность для нападения. Сильфа велит Ллойду оставаться позади нее, пока Медведь-Волк готовится к нападению, и Ллойд подчиняется. Медведь-Волк пытается напасть на одного из охранников, но тот едва успевает отойти в сторону, чтобы избежать нападения. Ллойд замечает, что волк двигается быстро, несмотря на свои размеры, и спрашивает гримуара о его мнении о волке. Он замечает, что гримуар не реагирует должным образом и задается вопросом, что же не так. Гримуар интересуется, узнает ли он обветшалую часовню, которую Тао попросили починить. Волк пытается преследовать охранника, но Тао использует свой удар Кай, чтобы сбить его с ног и спасти охраннику жизнь. Охранник благодарит ее за это, но волк поднимается на ноги и возобновляет атаку. Тао не может поверить, что волк настолько силен, но Альберт решает вытащить свой зачарованный меч, чтобы покончить с волком навсегда, потому что он не хочет, чтобы он причинил вред людям в лесу. Ближайшая деревня. Он использует заклинание меча, чтобы метнуть в волка огненный шар, который сжигает его дотла. Охранники в восторге от того, что Альберт смог сразить волка одним ударом, но он сообщает им, что его заклинание было усилено чарами Ллойда. Он еще раз хвалит Ллойда за то, что он гений, и Ллойд рад, что его заклинание на мече Альберта увенчалось успехом. Гримуар помнит, что часовня на холме использовалась для заточения демона, и Ллойд заинтригован этим. Убитый медведь-волк внезапно встает на ноги к всеобщему удивлению. Альберт замечает, что вокруг волка появляется несколько монстров, и ему интересно, откуда они взялись. Демон Базузу выходит из пасти монстра, разозленный тем, что они смогли уничтожить его сородичей. Он удивлен, что простые люди настолько самонадеянны, и говорит им, что единственный способ, которым они могут заплатить за свою самонадеянность, это их жизни. Он приказывает монстру напасть на них, и они бросаются на Альберта. Он пытается использовать свой меч, чтобы сразить монстра, но они исцеляются каждый раз, когда он нападает на них. Альберт удивлен этим и не знает, что делать, но Тао приходит ему на помощь, поняв, что волки могут исцелять. Она понимает, что они находятся в плохом положении из-за способности монстров к регенерации. Альберт сообщает ей, что он никогда не сталкивался с подобными монстрами, и он замечает, что некоторые из них являются гибридами. Он понимает, что монстрами можно манипулировать с помощью силы монстра. Ллойд понимает, что демон вырвался на свободу из-под своей печати в церкви, и ему интересно, знаком ли он с гримуаром. Гримуар говорит Ллойду, что он не знаком с демоном, но сообщает ему, что демон контролирует другое оружие, преобразуя в него ману. Он сообщает Ллойду, что демон управляет
управляет демонами, вливая в них свою ману, что также ускоряет их регенерацию. Он говорит Ллойду, что им нужно победить демона первого, иначе они будут продолжать сражаться в бесконечной битве, но Ллойд больше заинтересован в том, чтобы научиться преобразовывать ману. Гримуар удивлен внезапной просьбой Ллойда и сообщает ему, что возможно сейчас неподходящее время для изучения такого метода. Техника, потому что каждый борется за свою жизнь. Сильфа стоит в стороне и насмехается на Тао за то, что он не может справиться с монстрами, но Тао ругает ее за то, что она ничего не делает с монстрами. Ллойд заставляет его научить его технике, в то время как монстр злорадствует по поводу того, насколько слабы люди. Монстр издевается над Ллойдом за то, что он испугался и спрятался за бочку. Он также смеется над Сифой за то, что она нянчится с таким слабаком, и это выводит Сильфу из себя. Она просит разрешения оставить Ллойда в покое и подходит к демону, который рад сделать ее одной из своих родственниц. Сильфа отказывается от его предложения и говорит ему, что он так плохо придумал это место, что Ллойд теперь дышит загрязненным воздухом. Она решает покончить с его жизнью, но монстр пытается убедить ее, что она ведет проигранную битву, потому что он может регенерировать своих монстров до тех пор, пока он жив, поскольку он продолжает подпитывать их маной. Демон думает, что она начнет умолять и советует ей поберечь дыхание, но она говорит ему, что это он должен поберечь свое дыхание, потому что оно сильно воняет. Демон так разозлился из-за этого, что набросился на нее, но она расчленила монстра, в котором находился демон. Демон начинает восстанавливать своего домашнего монстра с помощью своей маны, и остальные замечают, что другие монстры не так быстры и не способны к регенерации, как раньше. Альберт замечает, что демон сосредоточен на самоисцелении, и он понимает, что их лучший шанс на победу – это измотать монстра. Он приказывает Сильфе нанести демону как можно больше урона, чтобы у остальных был шанс справиться с монстрами. Гримуар продолжает свой урок по трансмутации маны с Ллойдом. Он сообщает Ллойду, что освоить эту технику непросто, потому что даже демонам требуются годы, чтобы овладеть ею. Он советует Ллойду начать с изменения цвета своей маны, а затем ее формы и запаха. Ллойд использует свою ману, чтобы создать цветок с особым запахом, и Гримуар не может поверить, что ему удалось усовершенствовать технику за такое короткое время. Тем временем Сильва борется с демоном, но она решает одолжить зачарованный меч у одного из охранников. Демон не видит никаких пробелов в защите Сильвы и недоумевает, почему кто-то настолько сильный решил стать нянькой. Сифа чувствует себя как зачарованный меч, и она так счастлива, что Ллойд так сильно вырос. Но демон решает напасть на Ллойда, как только он прикончит Сильфу выключен. Он нападает на Сию и успешно поглощает ее. После осознания того, что люди проявляют слабость, когда они эмоциональны, Сия внезапно начинает резать его пополам после того, как он делает такое снисходительное заявление. Сия использует секретную технику Лангуиса, чтобы разорвать демона на части. Ко всеобщему удивлению, демон выпадает из своего обиталища монстра. И Сифа видит его отвратительные внутренние органы. Смотри. Ллойд понимает, что Сифа находится на совершенно другом уровне, когда злится. Она сообщает демону, что он не может и пальцем тронуть Ллойда, потому что единственное, к чему он когда-либо приблизится, это ее клинок. Сильфа говорит Пазузу сдаться, потому что она победила его, но он только смеется над ее наивной наглостью. Он внезапно начинает выпускать ядовитую ману изо рта, которая поглощает пространство вокруг них, лишая Сильфу зрения. Тем временем рыцари уничтожают монстров и радуются своей победе, но Альберт напоминает им, что монстры будут восстанавливаться, если они не победят демона. Их внезапно поглощает мана, и они теряют сознание. Тао быстро пытается помешать себе вдохнуть ману, но Сильфе не так повезло, и она падает на колени перед Пазузу. Пазузу взбешен тем, что они уничтожили монстров, на которых он тратил все свое время с тех пор, как 100 лет назад освободился от церковной печати. Он внезапно нападает на Сильфу, из-за чего она отлетает в соседний дом, и хотя Альберт хочет ей помочь, он ничего не может сделать, кроме как вцепиться в нее когтями, беспомощно глядя на лесную подстилку. Он удивляется, почему он вообще не может двигаться, когда демон сообщает Сильфе, что любой, кто вдохнет его ману господства, упадет под его контролем. Сильфа теперь понимает, почему в воздухе так плохо пахло, но Пазузу пытается напасть на нее, потому что ее комментарий разозлил его. Тао появляется как раз вовремя, чтобы блокировать его атаку, и она встает перед Сильфой, чтобы защитить ее от него. Тао задается вопросом, может ли Сильфа стоять, но Сильфа сообщает ей, что ей не нужна ее помощь, дрожа как мокрая собака, только что вышедшая из-под дождя. Она пытается быть жесткой с Тао, но Тао видит ее насквозь. Она говорит ей убегать, если она может двигаться, но Сильва умоляет ее взять Ллойда и спасаться бегством, пока она тонет в озере. Пазузу хвалит Сильву за то, что она была сильной, потому что, хотя она была ближе всех к нему, когда он выпустил свою ману, она все еще яростно сражалась. Пазузу внезапно двигается быстрее, чем Тао успевает среагировать.
Он подходит к ней сзади и удивляется, почему она не чувствует воздействия его маны. Тао пытается ударить его, но он безупречно уклоняется от ее атаки, ловит ее ногу и наносит контрудар. Затем он понимает, что она дышит особым образом, что мешает ей поглощать его ману. Пока Пазузу держится за Тао, она становится расстроенной до такой степени, что начинает сбиваться с ритма дыхания. Пазузу говорит ей, что она должна воспользоваться случаем и сбежать, но ему интересно, настолько ли он привлекателен, чтобы она захотела присоединиться к его сородичам. Мысль об этом приводит Тао в бешенство, потому что она не могла представить, что может присоединиться к чему-то настолько уродливому из другого мира. Она сообщает демону, что наконец-то нашла красавчика и не оставит его на произвол судьбы, направляя своего Кая, чтобы нанести мощную электрическую атаку Пазузу. Тао понимает, что была ошибка использовать такую мощную атаку, но она решает привести свое дыхание в порядок, чтобы продолжить атаку. Но прежде чем она успевает восстановиться, монстры восстанавливаются и начинают атаковать ее. Пазузу задался вопросом, кого она назвала красавчиком, потому что с его точки зрения он мог видеть только бесполезного трэша, распростертого на земле. Он пытается убедить ее, что его родственники более сексуальны, чем ее красавчик, потому что они могут восстанавливаться независимо от полученного урона. Пазузу высвобождает больше своей маны, чтобы попытаться заставить Тао присоединиться к его сородичам и посвятить ему свою жизнь. Но она говорит ему, что может чувствовать кого-то рядом с собой, что дает ей надежду. Демону интересно, о ком она говорит, и она сообщает ему, что имеет в виду своего Хади, который собирается его уничтожить. Пазузу с отвращением сплевывает, но теряет интерес к Тао, потому что она всего лишь обычный человек, и он решает наказать Сильфу за ее дерзость. Он хочет развратить Сильфу, чтобы наверстать упущенное, и хотя он знает, что на это потребуется время, он знает, что оно того стоит в конце концов. Пока он размышлял о том, как он искупает Сильфу в своей мане и сделает ее своей вечной рабыней, Ллойд понял, что именно так он контролировал медвежьих волков. Он сообщает Ллойду, что уничтожил родителей волка и поглотил их своей маной, чтобы заставить их думать, что он их настоящий родитель, так, чтобы они не осознали его злодеяния. Ллойд не может поверить своим ушам, но Пазузу внезапно осознает, что он ходит в своей мане невредимым, и он задается вопросом, как он это делает. «Делаю это». Ллойд говорит ему, что понятия не имеет, как он это делает, но Пазузу говорит ему, что у него должна быть идея, потому что никто не может пройти через его ману. Обычно мане это нравится. Он вдруг замечает гримуар, стоящий рядом с Ллойдом, и задается вопросом, почему демон защищает человека, потому что он никогда раньше не видел, чтобы демон защищал человека. Он начинает высмеивать внешность гримуара, потому что он позорит род демонов, но гримуар злится, потому что демон этого не делает. Он знает, с кем имеет дело. Он подумывает о том, чтобы дать Пазузу несколько советов, но передумывает, чтобы Пазузу мог получить опыт из первых рук. Пазузу отправляет своих родственников к Ллойду, и Ллойд понимает, что это прекрасная возможность попробовать трансформацию маны, потому что вокруг много монстров. Ллойд понимает, что для этого ему понадобится много маны, и хотя он знает, что не очень хорошо контролирует свою ману, он решает, чтобы направить достаточно маны и заняться чем-нибудь теплым и умиротворяющим. Медвежьи волки загипнотизированы маной Ллойда, и он может перехватить контроль над ними у Пазузу. Он поражен, что ему удалось это провернуть, затем он говорит одному из медвежьих волков, который съел Тао, выплюнуть ее. Пазузу приходит к выводу, что Ллойд опытный волшебник, потому что он смог создать поле цветов всего за одно мгновение. Он высвобождает больше маны, пытаясь снова взять под контроль медвежьих волков, но гримуар сообщает ему, что теперь они знают, как он манипулировал ими с самого рождения. Монстры бросаются на Пазузу, атакуют его и освобождают Сильфу из его хватки. Ллойд поражен тем, насколько слаженно и мощно двигаются медвежьи волки, когда ими правильно руководят. Пазузу разозлился еще больше и расправился с медвежьими волками за то, что они посмели укусить руку, которая их кормила, хотя эти же руки лишили их родителей. Пазузу сообщает Ллойду, что его магия никогда не сравнится с магией демона, какую бы магию он ни использовал. Это заявление заставляет Ллойда вспомнить, как в гримуаре говорилось то же самое, потому что демонов нельзя уничтожить навсегда с помощью магии. Пазузу решил высвободить всю свою силу, так как он больше не собирается делиться своей маной с монстрами. Ллойду интересно, почему демонов никогда не уничтожали с помощью магии, и он с энтузиазмом хочет выяснить, с каким количеством магии может справиться демон, прежде чем он упадет. Ллойд высвобождает свою ману, и Пазузу ошеломлен тем, что предстает перед его глазами. Гримуар видит, что Пазузу теперь понимает, почему его мана не действует на Ллойда, потому что нет пробела, который можно было бы использовать. Ллойд благодарит демона за то, что тот позволил ему опробовать множество заклинаний, наносящих ему вред. Пазузу делает все возможное, чтобы проснуться, потому что ему кажется, что он находится в кошмарном сне. Ллойд внезапно пытается воздвигнуть вокруг него барьер, но он вовремя успевает это предотвратить. Интересно, когда Ллойд произнес заклинание, чтобы воздвигнуть барьер, Пазузу понимает, что у него нет выбора, и решает бежать, спасая свою жизнь. Он понял, что Ллойд не пытался с ним бороться. Вместо этого он хотел посадить его в клетку и превратить в лабораторную крысу. Пазузу продолжает летать, уклоняясь от барьеров Ллойда, и умоляет его прекратить
прекратить попытки поймать его. Пазузу пытается отдышаться за скалой, но Ллойд создает еще один барьер, от которого он едва успевает убежать. Гримуар задается вопросом, сколько барьеров Ллойд может наложить одновременно, и Ллойд сообщает ему, что он может наложить сразу 10, включая те, что находятся в режиме ожидания. Он сообщает Гримуару, что может увеличить их количество, если Гримуар присоединится к нему и Гримуар будет поглощен. Ллойд начинает накладывать больше барьеров, и Пазузу едва успевает увернуться от него. Он продолжает отчаянно уворачиваться и летать вокруг, ища лазейку, чтобы убежать, но он начинает расстраиваться, удивляясь, как Ллойд может накладывать столько заклинаний одновременно. Его эго берет верх над реакцией «дерись или беги», и он не может не похвалить себя за то, что преодолел все барьеры, которые поставил Ллойд. «Вставай!» Он как раз возносит хвалу самому себе, когда Ллойд ловит его в пространственном пространстве. Пазузу пытается вырваться из этого пространства, задаваясь вопросом, будет ли Ллойд использовать его для экспериментов. Но Ллойд напоминает ему, что он сказал, что магия на него не подействует. Ллойд также выяснил, что он экспериментировал с волками-медведями и смешивал их с другими монстрами, потому что они выглядят по-другому. И это его разозлило. Ллойд говорит ему, что у него нет права жаловаться после зверств, которые он совершил над монстром, и он активирует технику последовательного наложения заклинаний. Хазузу приходит в отчаяние, когда Ллойд подходит ближе и обещает поделиться с ним всем, что захочет, когда он в конце концов станет править миром. Пазузу признается, что может лишиться жизни, потому что его никогда не поражал магией кто-то столь могущественный, как он. Ллойд использует наивысшую магическую комбинацию из 4 природных стихий, используя быструю активацию, чтобы использовать ее в 3 раза быстрее, чем обычно. Пазузу умоляет Ллойда сдержаться, чтобы они могли поговорить о человеке с демоном, но Ллойд не обращает на него никакого внимания. Он выпускает заклинание внутри барьера, пораженный тем, что способен выпускать 240 заклинаний в минуту. Он решает оставить заклинание активным на 30 минут, потому что комбинация слишком красива, чтобы на нее можно было смотреть. Через некоторое время Ллойд зовет Пазузу, но не получает ответа, что заставляет его опасаться, что Пазузу действительно погиб. Ллойд разочарован, потому что Пазузу не смог противостоять его заклинаниям даже в течение 5 минут. Гримуар сообщает Ллойду, что демоны не обладают полным иммунитетом к магии. Напротив, они обладают высокой устойчивостью к ней, но при попадании в них шквала магии они падут. Пазузу грустно, что его наследие рухнуло мгновенно, несмотря на сотни лет подготовки, и он увядает. Пазузу и Ллойд на минуту пересекаются взглядами, но Ллойд понимает, что все просыпаются, и решает сбежать, чтобы замести следы. Пока Ллойд присоединяется к остальной группе, Гримуар сообщает Пазузу, что веселее следовать за тем, кому все нравится, а не за тем, кто продолжает разглагольствовать об их страданиях. Гримуар рад, что Ллойд увлечен тем, что он делает, но он быстро отстраняется, сообщая Пазузу, что он просто бережет свои силы, чтобы однажды выиграть матч-реванш у Ллойда. Пазузу оставляет свои амбиции Гримуару, когда он исчезает, и Гримуар поглощает его, чтобы вернуть часть его силы. Гримуар в восторге от того, что у него есть шанс выиграть матч-реванш против Ллойда. Тем временем Ллойд лжет всем, что Роберт пришел, чтобы победить демона, а Тау в отчаянии оглядывается по сторонам, чтобы хоть мельком увидеть его. Гримуар приходит к выводу, что ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сравняется со способностями Ллойда. Они возвращаются в замок, и король благодарит Альберта за победу над демоном и всеми его монстрами, но предупреждает, что с его стороны было неосторожно отправляться в экспедицию только со своими охранниками. Альберт приносит извинения за свою оплошность, и король спрашивает его об искателях приключений, которые помогли ему. Альберт сообщает королю, что Роберт исчез до того, как они пришли в сознание, а Тау убежала на поиски любви всей своей жизни. Король был заинтригован способностями Роберта, потому что он защищал их, но Альберт сообщает королю, что Ллойд был очень важен для успеха экспедиции. Он предлагает разрешить Ллойду бороться за трон, потому что именно благодаря его оружию они не попали в руки орды врагов. Монстры. Он говорит королю, что атрибуты Ллойда подобают королю, и король сообщает ему, что он косвенно усиливает конкуренцию за трон. Альберт сообщает королю, что он с радостью уступит трон кому-то более подходящему для улучшения положения королевства. Он говорит королю, что было бы несправедливо исключить Ллойда, хотя он еще так молод, но он предупреждает Ллойда, что не намерен проигрывать ему. Король спрашивает Ллойда, не хочет ли он побороться за трон, и Ллойд без эмоций отказывается. Ллойд во дворе играет с одним из волков-медведей, который последовал за ними домой, в то время как остальные возвращаются в лес. Гримуар начинает завидовать тому, как близко Ллойд находится к волку-медведю, поэтому он решает распушиться, чтобы Ллойд тоже мог его погладить. Гримуар сообщает ему, что медвежьи волки не причинят ему неприятностей, так как его магия успокоилась. Ллойд понимает, что он все еще связан с Беовульф, но внезапно появляется Сильфа, и он поспешно прячет Гримуар в мех медвежьего волка. Он сообщает ей, что его зовут Беовульф Сиро, но он сообщает ей, что не знает, как научить Сиро некоторым вещам.
Сильфа сообщает ему, что он может использовать магию для обучения монстров, и он решает попробовать. Гримуар понимает, что Ллойда интересует магия только после того, как он поспешно отказался от попытки захватить трон. Король считает, что Ллойд поступает скромно, но Альберт сообщает ему, что Ллойд, возможно, предназначен для чего-то за пределами их маленького королевства. Король был в восторге от того, чего Ллойд достигнет в будущем. Ллойд демонстрирует трюки, на которые способен Широ, и Сильфа впечатлена его презентацией. Ллойд также был впечатлен тем, что Широ смог научиться таким простым трюкам за такое короткое время. Он пытался научить Широ более сложным трюкам, включив это в свое заклинание, но всякий раз, когда он накладывал его на Широ, тот просто начинал танцевать от смущения, потому что не понимал надписи. Ллойд объясняет это Сильфе, и она предлагает ему встретиться с экспертом по монстрам, чтобы найти решение своих проблем. Пока Ллойд размышляет над ее предложением, Сильфе внезапно приходит в голову кое-что другое. Ллойд понимает, что они оба думали об одном и том же человеке, и они решают навестить детскую башню принцессы Элли. У Сильфы не было другого выбора, кроме как пойти вместе с Ллойдом, хотя она и не очень хотела посещать детскую принцессы Элли. Сильфа, Ллойд и Широ прибывают в башню принцессы с гримуаром, надежно спрятанным в мехе Широ. Он удивлен, что у принцессы в распоряжении такая огромная башня, и ему интересно, к какому классу благородных она принадлежит. Ллойд сообщает ему, что она шестая принцесса Салума и его ближайшая старшая сестра, которая старше его на 3 года. Было очевидно, что она была большой любительницей животных, учитывая разнообразие животных, которых она держала вокруг своей башни, включая собак, кошек, рептилий, птиц и даже монстров. Элли внезапно сбегает вниз по ее башне, и она толкает Ллойда локтем, когда прыгает на него с лестницы. Она была так рада увидеть его после стольких лет разлуки и едва дала Ллойду возможность вымолвить хоть слово и выразить, как долго он по ней скучал. Она дарит ему поцелуй, который высасывает из него душу и заставляет Сильвера броситься на его сторону. Сказав ему, чтобы он держался там, она понимает, что должна сделать ему искусственное дыхание, чтобы сохранить ему жизнь, пока башня строится. Айрис спускается вниз и ругает Аллеи за то, что они сбежали. Она также ругает ее за неуместные поцелуи с Ллойдом всякий раз, когда видит его, но Элис ничего не может с собой поделать, потому что Ллойд выглядит слишком мило, чтобы сопротивляться. Она замечает Широ с Ллойдом и задается вопросом, не Беовульф ли был причиной, по которой Ллойд решил встретиться с ней. Ллойд представляет Беовульфа как Широ и выражает свое удивление, потому что не ожидал, что Элли догадается, что Широ Беовульф. Она говорит Ллойду, что получила информацию интуитивно, а также выясняет, что недавно на него повлиял мамин контроль. Сильфа предлагает ему идти, потому что Элис, похоже, не понимает, что такое мана. Она также не уверена, что Элис сможет научить Ллойда, как общаться с монстрами, но Ллойд предлагает им подождать еще немного. Он спрашивает Алису о ее монстре, и она говорит им, что она уже с ними, когда позади них внезапно появляется Фенрир, который крадет шляпку Сифы и дарит ей подарок. Это ведет к переулкам. Она представляет своего монстра как Леру, меньшего Фенрира, и говорит, что Фенриры – монстры более высокого уровня, чем медвежьи волки. Ллойд беспокоился, что не смог обнаружить Фенрира с помощью своего спектрального детектора, но он также удивился, когда Алиса дала монстру команду забрать шляпку Сильфы. Алиса возвращает шляпку, пока Ллойд выясняет, как Алиса смогла отдать Фенриру свою команду. Он был впечатлен тем, что она смогла передать много информации без каких-либо движений, и он с энтузиазмом захотел узнать, как она это сделала. Он говорит ей, чтобы она научилась общаться с Сиро точно так же, как она общается с Луру. Она предупреждает его, что научиться этому будет нелегко, и Ллойд очень хочет научиться этому, потому что ему нравятся сложные задачи. Элис соглашается научить его и говорит, что секрет общения – это любовь. Она объясняет, что пока у кого-то есть любовь, он сможет общаться с любым монстром, что, как она показывает, заставляет нескольких монстров броситься к ней. Эрис говорит Ллойду, что ему бессмысленно учиться у Алисы, потому что она просто действует как приманка для животных. Алису задело заявление Эрис, но она говорит Ллойду, что любой может это сделать, если приложит усилия. Она еще раз демонстрирует свой контроль над животными, используя их, чтобы заставить Сильфу и наследницу чувствовать себя некомфортно. Сильфа еще раз предлагает им покинуть башню, потому что любовь – это не та эмоция, которую можно использовать в качестве средства контроля. Но Ллойд заперт в матрице, поскольку понимает, что никогда не думал о том, чтобы использовать любовь подобным образом. Сильфер понимает, что Ллойд учится любить, и начинает фантазировать о том, как все сложится, когда он в конце концов уступит любви. Тем временем Ллойд признается, что он только пытался отдавать Сиро команды, но никогда не пробовал использовать любовь так, как это делали союзники. Он понимает, что ему нужно сопереживать животным, а не дарить им любовь, после того, как замечает, что из головы Али исходят
мана, которая заставляет монстра двигаться. Он понимает, что она создала бессознательную связь с животными, используя магию, которая посылает мысли напрямую, вместо того, чтобы использовать свои пальцы и управлять ими. Животные похожи на марионеток. Ллойд пытается передавать свои мысли Шира вместо того, чтобы отдавать приказы, и он может синхронизировать свои чувства с Шира, что делает чувства Шира более сильными. Сказка стоит дыбом. Он внезапно вскакивает на ноги и начинает бегать кругами вокруг Ллойда, к всеобщему удивлению, потому что Ллойд не отдавал Шира никаких приказов. Шира следует указаниям Ллойда, когда думает об этом, и Ллойд хвалит его в конце. Эйрис понимает, что Ллойд должно быть гений, потому что он смог связать свой разум с Шира как укротитель монстров. Сильфа разочарована, потому что у нее в голове совершенно другой образ. Элис говорит Ллойду, что он поступает неправильно, потому что она просто использует любовь, не связывая ее с монстром. Но Ллойд говорит ему, что любовь – это тоже элемент раковины, которую он создает вместе с Сира. Он говорит, что ее любовь очень глубока, и ее можно использовать для создания эмпатии к животным, что облегчает общение с ними. Его слова тронули всех, и все бросились обнимать его. Но он напомнил Алисе, что она все еще связана с монстрами, которые устраивают истерику вокруг башни. Они покидают башню и возвращаются домой. Хотя Ллойд выглядит измотанным, он рад, что смог научиться общаться с монстрами. Сильфа говорит ему, что пришло время приложить усилия для тренировки владения мечом, но Альберт говорит ей, что Ллойд нужен ему для одного дела. В голове у Сильфы возникает мысленный переполох, когда она говорит Альберту, что Ллойд не может пропустить его тренировки с мечом. Но Альберт утверждает, что она слишком долго держала Ллойда при себе. Ллойду интересно, что за дела у Альберта с ним, и он снова представляет Ллойду Диану, четвертого принца. Они идут в уединенное место, и Диана говорит ему, что ему трудно поверить, что он смог зачаровать мечи для Альберта. Он решает испытать Альберта, чтобы убедиться в его мастерстве собственными глазами. Альберт объясняет, что Диана кузнец, который интересуется колдовством. И Ллойд восхищается им за то, что он путешествует, чтобы научиться кузнечному делу на благо королевства, несмотря на то, что он принц. Диана говорит Ллойду, чтобы он принимался за работу, так как у него есть все необходимое. Диане было трудно поверить, что Ллойд способен зачаровывать мечи, потому что даже иностранные мастера-чародеи не смогли бы сотворить такое. Диана была разочарована тем, что Ллойд превратился в Лиру за те несколько лет, что его не было дома, и он решил вбить в него немного правды. Ллойд внезапно заканчивает зачаровывать меч, но мозг Дианы не может это переварить, поэтому он превращается в овощ. Выражение лица Альберта не удивило, потому что даже эксперты были бы поражены скоростью и точностью наложения чар Ллойдом. Диана смотрит на слои заклинаний в чарах Ллойда и с трудом верит своим глазам. У него нет другого выбора, кроме как принять Ллойда за настоящего человека, и он уверен, что сможет осуществить свою мечту о создании совершенного зачарованного оружия с помощью Ллойда. Ллойд недоумевает, о чем он говорит, и Диана объясняет, что этот меч отличается от обычного зачарованного меча тем, что в него вложена магия в процессе ковки. Это позволяет применять более продвинутые заклинания, но создать его можно только в союзе мага и кузнеца. Даян признается, что хотя он был очарован магией с детства, у него нет к этому таланта. Он был воодушевлен перспективой создания оружия, связанного с заклинаниями, которое позволило бы каждому использовать магические заклинания. Ллойд был очарован этой концепцией, поэтому согласился на сотрудничество с Дианой. Они приступают к делу, и Даян решает начать с меча, заколдованного огнем, потому что он хочет меч, который стреляет огнем при каждом взмахе. Ллойд предлагает использовать адский огненный шар, но Диане не нравится его идея, потому что стих заклинания слишком длинный, чтобы вписаться в текст. Меч. Ллойд сообщает ему, что он может сжать заклинание, и после этого он показывает Диане результат. Ллойд прикладывает его к кузнечному материалу, но оно разлетается на куски в тот момент, когда соприкасается с ним. Ллойд понимает, что заклинание было слишком плотным, поэтому он решает распределить его по пространству и говорит Диане, что им нужно попробовать еще раз. Диана внезапно замечает, что Сильфа шпионит за ними, поэтому он прибегает к ее помощи в изготовлении меча. После нескольких неудачных попыток Ллойд извиняется за то, что потратил впустую так много эссенции манны. Он недоумевает, почему заклинания не сработали даже после того, как он упростил их. Даже гримуар был удивлен, что у Ллойда было так много проблем с зачаровыванием стали, но Диана заверила его, что он все сделает правильно. Гримуар бесшумно подходит к Ллойду сзади, все еще выглядывая из меха Шира, и сообщает Ллойду, что с эссенцией маны что-то не так. Диана признается, что купила эссенцию маны по такой низкой цене. Ллойд очищает ее и замечает, что в ней недостаточно гематида, поэтому ее нельзя использовать для изготовления зачарованного оружия. Он понимает, что ему придется пробраться в подземелье, чтобы раздобыть еще гематида, так как у Дианы его не было. Но Сильфа высказывает это предположение вслух. Ллойд притворяется и говорит ей, что не может пойти в подземелье, потому что он принц, но она говорит ему, что подала заявку с королем после их экспедиции на охоту за чудовищами. Король согласился на ее просьбу, потому что хотел, чтобы Ллойд увидел больше
больше мира и расширил свой кругозор. Она предлагает ему сделать первые шаги в качестве искателя приключений, зарегистрировавшись в гильдии искателей приключений. Ллойд и Сифа направляются в гильдию, где их встречает Катерина. Она дает ему бланк и сообщает необходимую информацию для регистрации. Она убеждает его использовать свои реальные данные, после чего его способности будут оценены с помощью хрустального шара, чтобы определить его ранг искателя приключений. Ллойд помнит кристалл измерения способностей из своей прошлой жизни, который использует ману для измерения способностей человека. Ллойд боялся прикасаться к нему, потому что знал, что он взорвется, привлекая к нему внимание, но у него не было выбора. Он поднимает руку, чтобы прикоснуться к кристаллу, одновременно сжимая свою и без того сжатую ману до неопределяемого уровня. Он прикасается к кристаллу, и это показывает, что он авантюрист ранга И, что заставляет других авантюристов расхохотаться, потому что даже самые бездарные новички получают ранг D. Катарина замечает, что Ллойд относится к классу магов, и она впечатлена, но Ллойд удивлен, что он все еще занимает первое место. Так высоко, несмотря на то, что он подавил свою магию до 10-й части от ее истинного значения. Катарина уверена, что однажды Ллойд сможет составить конкуренцию Сильверблейдеру, но авантюристы выдры раздражены тем, что она может предположить такую невероятную возможность. Они просто не могут себе представить, чтобы ребенок с рангом Е достиг славы фехтовальщика ранга А, который победил множество подземелий, прежде чем внезапно бросить карьеру авантюриста. Сильва спрашивает Катарину, могут ли они отправиться в подземелье, но она говорит, что Ллойду нужен авантюрист ранга В в его отряде, чтобы сделать это. Сильва предлагает ей перерегистрироваться, чтобы соответствовать требованиям, так как она когда-то была серебряным клинком, но Катерина сообщает ей, что она начнет с этого. С ранга С. Внезапно появляется Тао и предлагает Ллойду помощь, но Сильфа удивляется, почему она не отправилась на поиски Роберта. Она признается, что нигде не может найти Роберта, поэтому просит Ллойда познакомить ее с Альбертом в качестве платы за ее услугу. Ллойд был удивлен, узнав, что Сильфа когда-то была авантюристкой, но она сказала ему, что стала авантюристкой только для того, чтобы тренироваться. Она призналась, что некоторые враги, известные как гильдия убийц, были ей не по зубам. Все они посещают различные подземелья, собирая материалы, в то время как Диана кует сталь, ожидая их возвращения с материалами. Альберт навещает его, интересуясь, когда он закончит, и он говорит ему, что ждет Ллойда, который вернется через несколько дней. Диана замечает, что Альберт немного нетерпелив, и он задается вопросом, не надвигается ли война. И он уверяет его, что они произведут оружие как можно скорее, как только Ллойд вернется. Альберт говорит ему, что ему не нужно беспокоиться о войне, потому что его мечи спасут людей в любом случае. Диана говорит Альберту, что они все еще могут успеть вовремя, так как Ллойд вернется с сундуком, полным гематита. Они наконец-то смогли зачаровать сталь, и после изготовления меча Диана решила испытать меч пламени в тренировочном зале. Он взмахнул мечом, и тот выстрелил пламенем, которое уничтожило цель, к удивлению всех зрителей. В конце дня Ллойд ложится спать, уставший после стольких трудов в течение дня. Ллойд внезапно чувствует что-то во дворе снаружи, и он на взводе, потому что то, что он почувствовал, почти не ощущает присутствия. Он удивлен, что Широ ничего не почувствовал, потому что обычно он чувствителен к вещам такого рода. Он выглянул в окно и увидел мальчика в маске, стоящего во дворе. Злоумышленница попыталась убежать, поняв, что ее заметили, но Ллойд со скоростью света подбежал к ней и сердечно поприветствовал. Злоумышленница шокирована этим и пытается скрыться с места происшествия, но ее останавливает барьер Ллойда, использующий его магическую защиту от ветра. Он говорит злоумышленнице, что установил барьер, чтобы она не сбежала, и они могли лучше узнать друг друга без каких-либо помех. Он подходит к ней, но злоумышленница внезапно избавляется от своей маскировки, и она запускает заклинание, которое она предпочла бы не использовать на детях. Но она понимает, что у нее нет выбора. Ллойд вдыхает частички ее запаха и понимает, что несмотря на приятный аромат, он может быть ядовитым, поэтому он пытается использовать свое очищающее заклинание. Злоумышленница говорит ему, что его заклинание не сработает, и она накладывает заклинание черного тумана, которое бросает Ллойда на колени. Она еще раз извиняется перед ним за то, что ему пришлось использовать это заклинание, но она сообщает ему, что ее яд не может быть очищен никем. Ллойд был заинтригован после того, как пришел к выводу, что ее ядовитое заклинание должно быть неизвестно, потому что известно, что заклинание очищения действует на все известные ядовитые заклинания. Он понимает, что ее яд сделан из превращенной маны, что заставляет его вспомнить, что есть некоторые люди, рожденные со способностью спонтанно преобразовывать ману. Тех, кто причиняет вред людям, презирают и называют испорченными. Злоумышленница знает, что Ллойд догадался, что она отравленная, чье тело распространяет яд с самого рождения. Она представилась как Рен, ядовитая бабочка, и Ллойд рад познакомиться с ней. Она как бы невзначай подошла к части барьера Ллойда и разбила его ногой. Ллойд восхищен тем, что она может так легко разрушить его барьер, и он задается вопросом, не ослабила ли она его своим ядом, прежде чем надавить на него. Рен говорит Ллойду, что он не потеряет свою жизнь, потому что впитал лишь небольшое количество яда, но она предупреждает его, что он испытает боль в ближайшие пару дней. Рен собирает свои вещи и улетает, попрощавшись с Ллойдом и исчезая в ночном небе.
Действие яда проходит, и Ллойд садится, чтобы восхититься тем фактом, что Рен смогла так хорошо замаскировать свое присутствие. Гримуар говорит ему, что сейчас не время заискивать перед ней, и он спрашивает Ллойда, все ли еще находится под действием яда. Ллойд сообщает ему, что он больше не находится под действием яда, потому что он использовал исцеляющее заклинание класса В, чтобы излечить себя от его воздействия. Он сообщает Гримуару, что исцеляющее заклинание сильнее яда Ринца, но Гримуар удивляется, почему он отпустил ее, когда мог свободно передвигаться. Ллойд надеялся, что она сможет привести его в их штаб-квартиру, а Гримуар недоумевает, о чьей штаб-квартире он говорит. Ллойд сообщает ему, что Сильфа рассказала ему о гильдии убийц в гильдии искателей приключений, и он думает, что Рен является ее частью. Он вспоминает, как Сильфа рассказывала ему о гильдии убийц, и он помнит, что у каждого из них есть особые способности, и это его заинтриговало. Он понимает, что их особые способности могут иметь уникальные условия, прежде чем их можно будет активировать. Ллойд начинает отслеживать передвижение Рен, и Гримуар удивляется, что он все еще может обнаружить ее, даже когда она полностью исчезает. Ллойд сообщает Гримуару, что обнаружить ее присутствие легко, потому что он к этому привык, но он поражен, что она вообще не присутствует. Гримуар наряжает Ллойда, и Ллойд решает догнать Рен и посмотреть, куда она направляется. Сера выбегает во двор с обнаженным оружием, а Шира следует за ней по пятам, но они оба опаздывают на несколько минут, потому что двор пуст. Рен докладывает своему начальнику, и он разочарован тем, что ее заметили, и она решила сбежать, оставив свидетелей, вместо того, чтобы уничтожить их. Она объясняет, что ее заметил только ребенок, но она сообщает, что в замке массово производят зачарованные мечи. Она догадывается, что они готовятся к войне, и пытается посоветовать им, что делать дальше. Но ее начальник говорит ей прекратить попытки быть похожим на Джейда, который был их бывшим лидером, потому что его больше нет. Рен верит, что Джейд вернется, но ее начальник настаивает на обратном. Один из убийц вмешивается и говорит им прекратить ссориться, потому что за ними наблюдают. Ллойд снимает свое маскирующее заклинание с тех пор, как его обнаружили, но Рен удивлена, увидев его, потому что Ллойд не должен был двигаться, так как ее яд все еще должен был действовать. Ее начальница удивлена, что она считает Ллойда просто случайным ребенком. Но другой наемный убийца заинтересовался Ллойдом после того, как она выяснила, что именно он ответственен за создание зачарованных мечей. Ассасины знают, что Ллойд обладает сверхспособностями, несмотря на то, что пытается выдать себя за обычного ребенка. И они говорят ему, что он не сможет сбежать после того, как узнает об их гильдии. Ллойд случайно подходит к ним и отключает свой барьер, к удивлению Гримуара, который недоумевает, почему он делает себя уязвимым на цель. Ллойд не хотел блокировать ни одну из уникальных способностей ассасина, потому что хотел испытать их на себе. Он становится в боевую стойку, отслеживая Тау, и насмехается над гильдией ассасинов, чтобы они напали на него со всем, что у них есть. Он говорит Гримуару держаться подальше от битвы, но Гримуар советует ему поставить барьер. Едва Гримуар заканчивает фразу, как убийца нападает на Ллойда, и Гримуар становится сопутствующим ущербом. Ллойд блокирует атаку убийцы и использует свой плащ, чтобы блокировать последующие атаки. Убийца удивлен, что королевская семья теперь обучает принцев боевым искусствам. Ллойд рад, что он может использовать технику Тао, чтобы не отставать от ассасина, но он впечатлен гибкостью ассасина. Ассасин внезапно бросается на Ллойда, и он сгибает руку, чтобы нанести удар Ллойду, который блокирует его в последнюю минуту. Ассасин объясняет, что он всегда был гибким с рождения, и он может двигать любой частью своего тела, что позволяет ему пролезать в мельчайшие щели. Он представился как Вавилон, разрушитель варпа по прозвищу Гигантская крыса. Ллойд понимает, что он уникален, потому что не использует магию для получения своих способностей к варпу. За его спиной внезапно появляется еще один убийца и приказывает Ллойду утонуть. Ллойд тут же падает на колени и удивляется, что его тело весит так много, что колени не выдерживают его. Превосходный ассасин представляет этого ассасина как ворона, также называемого проклятым, чьи слова изначально пропитаны маной, поэтому ему приходится молчать, чтобы не вызвать ущерб. Превосходный ассасин пытается напасть на Ллойда, но тот увеличивает свою силу, чтобы преодолеть команды Кроу, что удивляет его самого. Ллойд внезапно покрывается слизью, и превосходный ассасин представляется как паук Галилея, чье тело превращает ману в слизь. Ллойд вырывается из рабства и анализирует свои способности с улыбкой на лице. Другой ассасин нападает на него после того, как использует свою способность усиливать силу для создания временных мечей. Ллойд уклоняется от ее атак, но она вонзает меч себе в ногу, и это ранит Ллойда. Она представляется как Талия и говорит Ллойду, что она страдающая от боли, которая может поделиться своими ранами с любым, на кого посмотрит. Ллойду интересно узнать секрет ее техники. Убийцы выстраиваются в очередь после того, как представятся, но Талия задается вопросом, будет ли Ллойд дрожать от страха и стыда к ее удовольствию. Ллойд говорит ей, что у него нет на это времени, и с улыбкой на лице использует исцеляющее заклинание, чтобы залечить свою рану, которая также исцеляет Талию.
Все удивлены этим, но Ллойд задается вопросом, пострадает ли она, если он решит навредить себе. Он усиливает силу своего клинка и решает проследить способности Сифы, из-за чего Галилея получает от него флюиды Человека-меча Сифы, потому что они с Кроу ранее сражались с ней. Ллойд бросается на них с безумной улыбкой на лице, и все они отскакивают в сторону, задаваясь вопросом, что же это был за маньяк. Родился в королевской семье. Вавилон приходит в замешательство, когда понимает, что Ллойд также хороший фехтовальщик, потому что он слышал, что он колдун. Ллойд внезапно наносит удар своим мечом, но после 2 ударов он понимает, что Вавилон смог уменьшить урон от мечей, смягчив свое тело в момент удара. Он уничтожит Вавилон, несмотря на то, что это разозлит Кроу и Галилею. Они нападают на него, пытаясь отомстить, и Кроу пытается использовать свою магию речи, чтобы уничтожить Ллойда, но тот уходит в сторону. И вместо этого магия речи воздействует на Галилею. Галилеянин знает, что Талия сбита с толку, и Ллойд решает следующим напасть на Кроу. Он задается вопросом, как Кроу справится с его атакой, когда тот рубит его мечом. Кроу пытается сказать «стоп», но не успевает произнести ни слова, как Ллойд сбивает его с ног. Ллойд почувствовал, что его тело стало тяжелее, когда Кроу произносил слово «стоп». И он пришел к выводу, что, возможно, он не смог бы пошевелиться, если бы Кроу закончил произносить это слово. Кроу пытается произнести слово «взорваться», но Ллойд не дает ему закончить фразу, снова ударяя его мечом. Галилея разозлилась из-за того, что Ллойд уничтожил и Кроу, и Вавилон, но Ллойд игнорирует его, сосредоточившись на атаке на Талии. Талия предупреждает его, что он навредит себе, если причинит боль ей, потому что их тела связаны, но он говорит ей, что хотел бы испытать это на себе. Он ударяет ее своим мечом, который впечатывает ее в стену. Ллойд чувствует ее боль, но восторг от ее способностей пересиливает боль, которую он испытывает от того, что связан с ее телом. Галилея хватает Ллойда за руки и угрожает схватить его за голову. Ллойд вырывается и швыряет Галилею в стену, но он замечает, что Галилея смягчил удар, используя свою паутину. Ллойд заинтригован их способностями, и он сигналит Рёну, чтобы она показала ему свои способности, но она не хочет приближаться к нему, потому что понимает, что они имеют дело с психопатом. Он решает пойти к ней, так как она не хочет идти к нему, но Галилея говорит ему, что Рен не может контролировать свои ядовитые способности, поэтому она остается в стороне от драки. Ллойд понимает, что никто из них не может контролировать свои способности, и Галилея говорит ему, что они не стали бы так лгать, если бы могли. Он снова пытается напасть на Ллойда, но Ллойд уворачивается и заряжает его магией. Рен нападает на Ллойда, чтобы отомстить ему за то, что он причинил боль Галилее, но Ллойд ставит барьер, чтобы блокировать ее атаку, и он говорит ей прекратить это, потому что ее яд течет повсюду. Галилея приходит в себя и говорит Рёну, что чувствует себя лучше, потому что его мана просто зашкаливает. Ллойд сообщает ему, что он начертал на своем теле заклинание, которое позволит ему контролировать свою ману. И Ллойд рад, что его заклинание работает хорошо, потому что это первый раз, когда он начертал его на теле человека. Галилея плачет от радости, потому что его проклятие снято, но Ллойд говорит ему, что его заклинание просто дает ему контроль над своими способностями. Он предлагает наложить заклинание на остальную часть ассасина, и все они рады, что теперь их мана под контролем, и они могут действовать как обычные люди. Ллойд просит всех ассасинов снова показать ему свои способности, так как теперь они могут их контролировать, но вместо этого Галилея предлагает рассказать ему свою историю. Ллойд говорит ему, что ему не интересна эта история, но Галилея настаивает на том, чтобы рассказать ему историю их происхождения. Он рассказывает Ллойду о том, как была сформирована гильдия убийц, и о Джейд, их лидере, одержимой призраками, которая может телепортироваться через пространство. Ллойд теперь заинтересовался этой историей, и Галилея вспоминает, как Джейд вернулась после долгого отсутствия, и он сочувствовал ему, потому что он непреднамеренно телепортировался в неизвестные места. Именно тогда он показал им монету с головой волка и назвал их гильдией убийц, эмблемой которой является монета с головой волка. Он сказал им, что они будут выполнять задания, которые не под силу гильдии искателей приключений, и они будут оставлять монету в каждой сцене, чтобы гильдия знала, что мы помогали за кулисами. Он надеялся, что однажды их узнают, и им больше не придется жить под землей. Джейд внезапно исчезла, что опечалило убийцу. Галилея сообщает Ллойду, что с тех пор они столкнулись с проблемами, которые гильдия не смогла решить, но Ллойда больше интересовали способности Джейд. Галилея сообщает Ллойду, что клан Лордас готовится к войне, но внезапно появляется письмо, которое привлекает всеобщее внимание. Сифа прибывает в убежище несколько часов спустя, но видит только письмо от Ллойда, в котором сообщается, что он отправляется во владение лорда Ота. Сильвер возвращает письмо Альберту, который думает, что Ллойд был похищен гильдией убийц совместно с кланом лорда Оста. Он подумывает о войне, но ему советуют этого не делать, потому что он знает, что Ллойд не позволил бы себя похитить. Затем Сильфа дарит одежду Ллойда принцу Альберту, который замечает, что одежда промокла, и это заставляет его отказаться от своего первоначального решения. Он немедленно объявляет войну, и Сильфа соглашается с ним. Тем временем Ллойд отправляется во владение лорда Оста в компании гильдии убийц.